Почему диктатор Путин истерит и ругает российских генералов? И что происходит с внешностью Путина? Об этом не только говорим сегодня с ведущим Ходорковский лайв Сергеем Асланяном. Сергей, я вас рад приветствовать. Здравствуйте, рад вас видеть. Перед тем, как мы начинаем наше с вами общение, мы здесь традиционно обращаемся к нашей с вами аудитории, к нашим зрителям. Если вы смотрите это видео, поставьте ему лайк наперед. Если не понравится, в конце заберете. Обязательно напишите ваш город, откуда вы нас смотрите, и подпишитесь на этот YouTube-канал. Это все поможет продвижению данного видео, и те месседжи, которые мы сегодня обсудим, их услышат как можно больше людей. Сергей, давайте начнем с хороших новостей для Украины и для всего мира. О том, что наша разведка поразила 2 истребителя Су-57. В украинской разведке рассказали об фактически истерической реакции Путина на это. Путин в бешенстве. Есть информация у наших разведчиков, то, что реакция в Кремле действительно очень горячая и ощутимая. Вот как, по вашему мнению, Путин действительно мог реагировать на такие новости, потому что Су-57 это фактически, как у нас называют, любимая игрушка Путина, и полетят ли после такого погоны, после таких поражений? Путину вообще не привыкать к потерям чего бы то ни было очень весомого, крупного, масштабного. Он как начал с подводной лодки «Курск», которая на него, в принципе, не произвела впечатления, так он и продолжил весь свой президентский маршрут с определенными утратами. И у него, например, Украина отобрала несколько стратегических бомбардировщиков, которыми он тоже очень любил хвастаться, потому что аналогов нет. И вообще в целом у него для хвастовства инструментарий обильный, и вот на тебе еще кое-что где-то как-то погибло. Но трактовать Су-57 как любимую игрушку на самом деле не так однозначно можно, потому что если вдруг она оторвалась от земли, вышла в эшелон и даже как-то полетела, тогда сдайся, враг, замри и ляг, потому что вы знаете, какой-то суперсамолет. Если вдруг он сломался, никуда не полетел, куда-то закатился под соседний ангар летчик, и, в принципе, эта штука недееспособна, тогда, да нет, вы ничего не понимаете, это экспериментальная работа, это все-таки 5-е поколение, а на самом деле уже 6-е, вот завтра с утра проснемся, будет 7-е. Тут, знаете, надо допилить еще по месту, поэтому вы напрасно думаете, что вот так вот раз, и сразу 7-е поколение. И вот сейчас, с одной стороны, мы понимаем, что действительно от Путина можно ожидать, что он хотя бы что-то слегка в курсе чуть-чуть знает. Вообще, конечно, у него в основном жизнь посвящена самолюбованию. Он велик, у него большой бассейн, у него красная икра, у него там генералы в прихожей. И тут какая-то война, которая на самом деле идет для него элементом развлечения. И если бы он, в принципе, этой войной был бы очень серьезно как-то осведомлен, погружен и переживал за нее, он бы, например, как один из вариантов, министром обороны назначил, хотя бы полководца, а не себя самого. А он посадил счетовода. Потому что он, в принципе, не рассчитывает, что какой-то счетовод или какое-то там Министерство обороны вдруг выиграет ему эту войну. Он сам так потихонечку, он 10 знаменитых сталинских ударов. Но вообще это говорит немножечко о человеке, у которого как-то не очень логично все в голове выстраивается, потому что кроме как на Министерство обороны рассчитывать-то не на что. Он проводит некую рекогносцировку, меняет какого-то одного своего невоюющего генерала картонного на другого бумажного, и из этого следует, что война в его понимании не то же самое, что в нашем. И самолеты не то же самое, что в нашем. Мы смотрим и понимаем, вообще-то это чрезвычайно дорогое изделие. Оно действительно пока еще рекомендовано к эксплуатации с непонятным результатом. И уничтожить 1 Су-57, 2 Су-57 — это как раз вот те самые потери, которые вносятся в Википедию. Потому что за каждым из этих самолетов, которым предназначено быть великими от рождения, опережающим время, идет длинный, накапливающийся с годами список достижений и неудач. И американцы, например, по своим F-16 в ту же Википедию выкладывают абсолютно все боестолкновения, абсолютно все потери и абсолютно все победы на протяжении десятилетий эксплуатации. И Су-57 начал с того, что бездарно погиб на аэродроме, не то что не поняв, откуда к нему в колыбельку прилетело, а вообще даже не перевернувшись во сне на другой бочок. Как спал, так и похоронили. И с точки зрения армии, которая, великая, грандиозная, представляющая сверхдержаву, это позор абсолютно. Это совсем недопустимо. Так не бывает. Невозможно предположить, что можно быть настолько растяпами,
до такой степени проспать вообще все на свете, что гордость твою вдруг взяли и так тихонечко, как всего-навсего кого-то безродного, пристрелили за сарай. А с другой стороны, перед этим Украина точно так же атаковала Кремль. И дрон попал по куполу, который знает весь земной шар. Он является символом страны, символом города и символом Кремля. Да, подумаешь, еще если надо построим, отремонтируем. Что там, красочка, обойчики, сейчас бригада таджиков придет, быстренько оттаджичит эту крышу, ничего страшного. Поэтому, казалось бы, если оценивать это с точки зрения военных действий, это позор, это провал, там катастрофа, тут ужасно. А если смотреть на действия Путина, понятно, что ничего страшного. Подумаешь, министр, нового картонного, если надо, надувного сделаем. Ну и что, стратегические бомбардировщики. Да еще, кстати, там, кажется, мой любимый мост. Да ладно, подумаешь, мы по железной дороге, если что, довезем. А и железную дорогу тоже туда. Ну ладно, в конце концов, большими десантами, еще их утопили. Ну, да ладно, придумаем что-нибудь. А тут еще Су-57. Ну, сколько у нас еще осталось? Еще 3 штуки есть? Ну, значит, живем. То есть мы видим, что наши миры, наши орбиты вообще не пересекаются. Потому что логика диктатора, человека, который пошел на несколько преступлений. И, собственно, весь путь его был преступен. Вся его биография, начиная с фальсификации выборов, борьбы с оппозицией, уничтожения своих политических оппонентов, казни по тюрьмам, изгнание из страны, узурпация власти. Такой список преступлений. И для нас это повод для Гааги и повод для валидола. Схватиться за сердце и сказать, и вот это в 21 веке творит кто? Руководитель государства. А для него, на самом деле, это стиль жизни. И в его стиль жизни не вписывается сострадание, переживание и сожаление по поводу чего? Подводной лодки Курск, или какого-нибудь рязанского сахара, или чеченской войны, или того же самого Су-57. Поэтому мы немножечко по-разному на это смотрим, но мы видим, что не случайно между нашими мирами такая разница. И, к сожалению, вот эта война, она в результате совершенно иного отношения к людям, к морали, к жизням, потому что для него это товар, а для нас это повод содрогнуться. В продолжение этой темы я вас не могу не спросить о том, что вооруженные силы Украины за последнюю неделю активно минуснули значительное количество ПВО в Крыму. На самом деле хорошие новости для нас, которые точно стоят отдельного лайка от нашей аудитории. Некоторые военные эксперты предполагают, что это активное уничтожение ПВО, это фактически подготовка к деоккупации Крыма. К этому можно по-разному относиться, но вот хочу вас спросить следующее. Как все-таки возможна потеря Крыма на путинский режим? В принципе, мы понимаем, как отреагирует, потому что крысы бегут первые с корабля. А как на потерю Крыма отреагирует лично Путин, по вашему мнению? Вот у Путина есть с детства, с тех пор, когда его не брали в пионерский лагерь, несколько очень знаковых мест вожделенных. Сочи в первую очередь, поэтому если что, там и Формула-1, там и Зимняя Олимпиада, там и городки, там и публичные дома, там и друзья обязательно строят свои дворцы, ну потому что это знаковое для него место. И Крым входит в точно такой же список знаковых мест. Крым ему, в принципе, не нужен для земледелия, для промышленности, для прироста территории, потому что с территорией он совершенно спокойно расстается. Китаю подарил все, что Китай попросил. И в этом отношении приобретение какой-то еще земли, ну, это на самом деле отговорка. Это потому, что, наверное, народ это любит. И если людям сказать, смотрите, у нас стало чуть больше колхозных грядок, мы и так-то свою страну обустроить не можем, мы даже дороги не проложили. А вот у нас еще часть необустроенной земли, с которой нужно что-то делать, и, наверное, народ этому обрадуется. А Путин, конечно же, Крым очень любит, и для него Крым имеет какое-то смысловое значение. Что-то у него с Крымом связано, некая зацикленность на том, что, наверное, там то ли его персиком не угостили, то ли путевка с мамой не досталась, то ли кто-то его в Артек не пустил, то ли как-то обидели. Важен ему Крым. И если что-то с Крымом произойдет, ведь захват Крыма был именно потому, что для Путина он имеет какое-то значение, а не для Российской Федерации. И было важно его схватить и сказать, а вот это мое. А вот теперь бац, и укатилось, и не мое. Да вот тут, наверное, опять поменяют какого-нибудь бумажного на надувного министра, потому что не простят. Точно будут очень серьезные последствия. Крым — это исконно путинская территория. Ни пяди родной земли, никаким предшественникам, которые владели этой землей, ну и так далее. То есть список причин, по которым Крым наш, но не ваш, у него в голове точно сформирован.
Для него это важно. Знаете, хочу еще обсудить здоровье Путина, здоровье диктатора. И тут на этой неделе вышел достаточно интересный материал от экс-агента КГБ, журналиста, писателя Сергея Жирнова. И он заметил странную деталь во внешности диктатора. На форуме и на глазе Путина была замечена киста, то ли опухоль. Вот насколько вы лично, Сергей, верите в историю с плохим здоровьем Путина? И если вот вспоминать историю в целом диктаторов, как зачастую они заканчивают, и как, по вашему мнению, может закончить Путин? Путин проживет, где-нибудь еще лет 700. Специально небольшой удельный князь, владелец Татарстана Миниханов, для этого попросил 491 триллион рублей, там чуть больше 490 триллионов рублей для колонизации Юпитера. И на одном из 4 спутников Юпитера будет развернута экономическая свободная зона Алабуга, где займутся геномом человека и продлением жизни. И Миниханов заявил, что, в принципе, по его прогнозам, человеческая жизнь будет, по крайней мере, у Миниханова, длиться 700 лет. Заодно тут же владелец банка ВТБ-24 Костин тоже решил, что ему, пожалуй, нужно, и 50 миллиардов уже кинул Миниханову для того, чтобы тоже пожить 700 лет. Поэтому Путин явно в этой кампании будет третьим. И даже в те времена, когда еще, чтобы пожить так долго, не обязательно было летать в космос, и можно было справиться с этой задачей на Земле, мы помним успехи 4-го главного медицинского управления, которое очень даже неплохо выдерживало в вертикальном положении Брежнева даже после его смерти. Старый анекдот о том, что сегодня, на 99-м году в жизни, после тяжелой продолжительной болезни, не приходя в сознание, Леонид Ильич Брежнев приступил к исполнению обязанностей. То есть мы помним, что за 3 дня до смерти Брежнев стоял на мавзолее и принимал парад 7 ноября. То есть медицина, она всесильной была уже очень давно, еще при советской власти. Хотя, конечно же, она опиралась на фармакологию зарубежную. Поэтому любое важное лицо для страны, оно, во-первых, может умереть от новичка в 1 секунду, а во-вторых, может жить вечно. И протяженность жизни того же самого Брежнева показывает о том, что медицина прекрасно справляется с поставленными задачами. И если надо, отремонтируют в лучшем виде, откапиталят весь организм. И это конечно, была серьезная проблема, когда, например, Андропов, который уже даже под донорскую операцию по пересадке почек не годился, потому что все-таки работа, пока ты валюта скуратов, пока тебе нужно уничтожать страну и ее идеологию, она изнашивает организм. И народ тогда злорадно как раз породил анекдот, почему Брежнев ездил по всему миру, а Андропов безвылазно сидел в Кремле. Потому что Брежнев работал на батарейках, а Андропов от сети. Все, 1,5 года, та же самая знаменитая гонка на лафетах, потом Черненко с бронхиальной астмой. Астму в Советском Союзе лечить не умели. И астма — это неизлечимое заболевание, от нее всегда умирают. Но в остальном какая-то там кардиология, пересадка других органов. Тем более мы видим, что Путин, он последние десятилетия идет по медицинским заключениям всегда в режиме некролога. Его хоронят абсолютно все обозреватели, все аналитики, все специалисты. Понятно, что чемоданчик-то он свой прячет. То есть у него 2 чемоданчика. Обычно у всяких геополитиков 1, там красная кнопка, а у него 2. У него красная кнопка и кое-что коричневое, чтобы не досталось врагу. Но как бы он ни умирал, во-первых, нас это не касается, мы об этом не узнаем. Об этом узнает «Голос Америки», как это было с Брежневым. Но точно не советский народ. И проживет очень долго, очень. Просто до неприглядного долго. И то, что у него на лице где-то что-то появилось, все-таки с дедушки за 70 лет. Вообще его ботоксная геронтология и так уже сама по себе чудодейственна. Те врачи, которые выйдут из подполья после его смерти и скажут, что это мы, они могут сразу открывать клинику косметической медицины, потому что к ним будет вал людей, особенно увядающих актеров, поэтов и плейбоев, чтобы выглядеть точно так же в 70 лет. Прекрасная работа. Что-то не получилось. Кусочек штукатурки отвалился, немножечко витаминов не довезли, чуть-чуть Запад злоумышляет, там не хватает каких-то препаратов. Все наладится. В следующий раз, когда мы увидим, уж мы не знаем, это Путин или его двойник, тройник, четверник, пятерник, но то, что нам предъявят, будет безупречное, оно будет гладкое, оно будет такое же с запинками, что-то такое нам рассказывающее о величии России, и без внешних диагнозов. Насколько вы, Сергей, верите в эту историю с возможным дворцовым переворотом, или все-таки Путин может закончить табакеркой случайной или шарфиком?
Он уже наработал на несколько табакерок по голове, но мы видим, что его окружение, структура ФСО, она работает безупречно. Не случайно, когда Путин просто пытается выйти в народ, заваривают люки канализации, чтобы оттуда сюрприз не выскочил. Не подпускается к нему ничего, ни одна муха не пролетит. Постельничьи, сокольничьими, которые там проверяют у него, дегустируют еду, смотрят, чем пахнет сегодня на улице. Можно великого вождя товарища Ким Ир Сена, ой, простите, товарища Брежнева, ой, простите, товарища Путина, выпускать на улицу погулять, или пусть здесь пасется на лужайке в закрытом пространстве. Там все настолько по протоколу безупречно отработано, и эти люди до такой степени ему преданы, а также своей зарплате и будущей должности губернатора, что в принципе недопустимо. При том, что мы помним, сама по себе вот эта ситуация, она начала формироваться еще как личная охрана, суперпреданность и чрезвычайно проработанные инструкции на примере Сталина. Уж Сталина-то прирезать хотелось, ну, если не половине страны, то огромному количеству людей. И тем более, как бы ни отбирали людей с безупречными биографиями в НКВД, в ближний круг, с тех, кто будет охранять, все равно все прекрасно понимали, что происходит в стране, и у каждого, если не напрямую, то через одно рукопожатие были репрессированы, погибшие, пострадавшие. И все-таки Сталин, 30-е годы, и какими бы молоденькими ребятками вот эти 20-летние его охранники не были, так или иначе, где-то рядом с ними жило поколение, рассказывавшее о том, какой была Российская империя и насколько там можно было жить, и что сейчас происходит в России. То есть поводов прирезать любимого товарища Сталина или грохнуть его табуреткой по башке было много у практически каждого второго, даже из его ближнего круга. И тем не менее, его и боялись искренне, и считали необходимым не трогать. И мы помним, что когда началась Великая Отечественная война, и Сталин забился в щель и уже ждал, что сейчас приедет Политбюро его арестовывать, снимая с должности, к нему приползли на коленях, умоляя вернуться, править и побеждать. Потому что даже в этой ситуации переломной, когда был формальный повод, испугавший самого Сталина, не нашлось никого, способного не то что на дворцовый переворот, хотя бы просто на легитимную смену власти, когда взяли бы какого-нибудь там Молотова назначили, того же самого Берию, или в конце концов на всех случаях жизни есть демисезонный Микоян. От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. И мы помним, что Хрущев был кровавым палачом как раз украинского народа, и выяснилось, что он действительно готов свою биографию закольцевать, начал кровью и закончить ее кровью, и все равно не было повода для того, чтобы его как-то прикончить, и нашелся вполне себе партийный способ отстранения от власти. Ну, Брежнев действительно никому не мешал, в принципе, всех все устраивало, ну, кроме политических диссидентов и тех, кого сажали за мужеложство, была такая отдельная уголовная статья. И каждый из них все-таки, имея противников, врагов, оппонентов, никогда не рисковал своей жизнью, поскольку никто не подступался настолько близко, за исключением там, пары покушений на Брежнева. Да, действительно, и КГБ сработало даже там прекрасно, поймав и обезвредив. Хотя под выстрелы поставили при последнем покушении на Брежнева космонавтов, и по космонавтам то ли был выстрел, то ли не было, КГБ по этому поводу помалкивает. То есть, как бы советская власть наверху не издевалась над народом внизу, ближний круг настолько селекционирован, до такой степени безупречен и настолько следует протоколу, не подступишься. Тем более, что раньше тебе могли дать только выслугу, лишнюю звездочку и увеличенную пенсию. А сейчас тебе и губернию подарят, и счета разблокируют. И если надо, паспорт сделают, и уедешь ты в какую-нибудь Венесуэлу, Аргентину, Бразилию, Австралию, и будешь там прекрасно в своем Куршевеле доживать век на отличном финансировании государства. Поэтому, тем более, если ты не патриот Путина и не фанат его, все равно никого не подпустишь, потому что тебе столько заплатят, так обогреют и до такой степени решат все твои жизненные проблемы, что лучше годик-другой здесь с собачкой потявкать, помахать пистолетом или, если что, то еще и бронежилетом, надетым на грудь, прикрыть, а дальше у тебя великолепный не то что путь на пенсию, а супер отдых в супер условиях. Нет, и вот никакой табакерки Путину, конечно же, не грозит. Усама бен Ладен, вот он как раз и сценарий, показывающий возможное решение. Когда нужно было устранить Усаму бен Ладена, подкупали ближний круг, разведка работала и пыталась агентурно установить, войти в контакт, перекупить, договориться. Потом проще было прилететь на вертолете, перестрелять всех и улететь.
Вот вы уже заговорили о коллегах Путина, о других диктаторах, и тут я хочу с вами обсудить следующую новость, что впервые за 24 года Путин может посетить КНДР. Потом на очереди будет Вьетнам. За все время своего президентства, так называемого, властью Путин посетил КНДР один раз всего, это в 2000 году, это когда он только стал президентом. Вот что, по вашему мнению, Сергей, все-таки заставило Путина ехать в КНДР, и насколько в целом это оскорбительно для Путина ехать к диктатору фактически на голову ниже или даже на 2, чем Путин? Клуб диктаторов сжимается, и теперь уже каждый на вес золота. Жалко, что не хватает африканских людоедов в эту коллекцию, с ним было бы тоже достаточно весело. А в отношении Кореи это блистательный жест дипломатии на высшем уровне и воздание должного за вот тот невероятный труд и поддержку, которую оказала Северная Корея. Потому что Советский Союз, когда распадался, он Северную Корею напугал тем, что оставил ее один на один в борьбе с империализмом, никакой поддержки не оказывал. Ну так, тихонечко, какой-то ручеек, может быть, там через границу, но все равно безбрежного финансирования, когда Северная Корея могла спокойно не умирать с голоду за счет кормления при помощи Советского Союза, вот этот ручеек был перекрыт, кран больше не открывался, и Северная Корея имела все основания, если что, запомнить, а не ждать чисто по-азиатски со своей выдержкой и улыбкой во все лицо, когда же, наконец, русский брат повернется другой частью тела и тоже озарится улыбкой. И вот теперь России понадобилась помощь. Россия сказала, дайте снаряды. Голосом и интонацией Пригожина Корея, где снаряды, и Корея все дала. И Корея дала еще ракеты. То есть выяснилось, что Корея, она верный союзник. В любой ситуации, когда даже об нее вытирают ноги, когда ее считают третьесортной, когда не поворачивают в ее сторону голову даже в ответ на просьбы, там умирают с голоду, там очень серьезные экономические и политические проблемы, огромное количество трудностей со здравоохранением. Советский Союз и нынешняя Россия глухи и немы по этому поводу. И тем не менее Северная Корея остается верным другом. В ответ на эту дружбу приезжает первое лицо, Путин, обнимает. Он уже подарил вместо трипанного Майбаха второго сорта новенький Аурус. И вот теперь они обнимаются. Ну, приедут и будут обниматься, будут пировать, но потому что это действительно высший уровень уважения, когда приезжает лично Путин и еще пару ящиков снарядов взять с собой, загрузить в борт номер 1. Хотя возможно, что он туда отправится на бронепоезде, все-таки это две страны, которые пользуются бронепоездами, и обычно стрелку забивают на космодроме. Такое очень эклектичное соприкосновение эпох, потому что на космодроме бронепоезда до этого у человечества никогда не стыковались. И тут приезжает великий бледнолицый Путин, и вся Корея искренне ликует. Потому что для Кореи это означает, что все, мы пережили самое темное время. Теперь мы опять революционеры. Теперь у нас опять общий враг — капитализм, империализм и Америка. И теперь нам точно помогут, потому что смотрите, как мы услужили русскому брату, и снаряды для него приберегли, и ракеты под санкциями. Вопреки эмбарго всего земного шара и разведкам всего мира мы и производим, и вывозим, и поставляем. И смотрите, как успешно Россия ими воюет. Ну хорошо, из каждых 3, может быть, 2 взрываются, убивают персонал, но одна-то все-таки летит. И поэтому у Кореи теперь второе дыхание. Она ждет любимого руководителя великого Ким Ир Сена, великого Путина, папу маршала, который обогреет, накормит, решит все проблемы. А он действительно в состоянии это сделать. А заодно, когда Россия проиграет эту войну, куда бежать? В какую страну? Вот кто точно не выдаст? Эмираты могут выдать. Им Америка придет и объяснит, что будет с ценами на нефть. И сдадут они Путина. Не так, чтобы просто в упаковке, но, по крайней мере, расскажут, на какой даче Усама бен Ладена он живет. И не будет никакого Путина. В Венесуэлу, ну, там Мадуро скоро опять сядет за руль автобуса и поедет дальше заниматься политикой от одной автобусной остановки к другой. Но все-таки он водитель автобуса, в первую очередь, а не политик. Куда бежать? Северная Корея будет самой надежной. Поэтому мало того, что сейчас он туда приедет, мало того, что они хорошо поедят, вкусно, сытно, после этого может открыться кран благополучия для Северной Кореи. И понимаю, что это последний бастион. Там нужно выстроить нормальную инфраструктуру, создать какое-то подобие экономики, создать какие-то запасы. Потому что, сдавая Россию, а Путин Россию сдает, он совершенно спокойно с ней расстанется. И деньги у него есть. Как говорят очевидцы, привирающие по каждому поводу в Макао, там много что лежит.
Поэтому нужно найти просто зонтик, под которым спрятаться. Северная Корея для этого подходит идеально. Как бы она ни была мала, как бы она ни окружена была врагами, она зубастая, она невменяемая, и все понимают, что у Кореи ты Путина не отберешь. Поэтому нужно сейчас быстренько выстроить в Северной Корее небольшой оазис типа Геленджика, аквадискотека, тем более, что толстенький Ким, который тоже меняет там то сестер, то племянниц, то жен, то внучатых каких-то там дальних родственниц на еще кого-то, прекрасно эту аквадискотеку поддержит. Поэтому у Кореи теперь, у Северной, какие перспективы? Теперь можно опять и Дадзебао выпускать, можно крупными тиражами печатать классиков всех троих Кимов. Жизнь начинается. И для Путина прекрасная совершенно возможность на всякий случай присмотреть себе дачу в районе, микрорайона Чховангван, где-нибудь там вот в Пхеньяне, ну, тем более там есть бомбоубежище и метро. А вот Вьетнам его разочарует, потому что Вьетнам кардинально другой. Вьетнам — это одна из удивительных совершенно экономик. Это страна, которая очень быстро стряхнула с себя социализм, ну, практически как пыль с ботинок, при том, что ботинки там не носят, то есть нужно было просто пойти и в Меконге ноги ополоснуть от социализма и сказать: все, ребята, хватит. Вот это безумие, оно достаточно, давайте теперь жить по уму. Тем более, что мы помним, когда расставание с эпохой социализма, с экономикой социализма, с политикой социализма состоялось, уже было понятно, что Вьетнам не хочет. И та самая знаменитая война Вьетнама и Китая, 1979 год, и после этого закончилась мировая система социализма. И Вьетнам до конца понял, кто ему друг, а кто ему враг, потому что когда он спасал кампучийцев, на него в спину в отместку за это напали китайцы. И Вьетнам с тех пор живет с ориентиром на Америку. Вьетнам позволил себе автомобильную промышленность. Ему Брежнев не позволял. Когда это у Вьетнама вдруг, да вы что, да ваш удел на рисовой грядке пастись. А у вьетнамцев, у них производство «Шевроле», производство «Форда», производство «Хёнда», производство «Тойоты» и свой знаменитый «Винфаст», когда свой местный олигарх вложил деньги в экономику возрождения страны, построил больницы, университеты. Кстати, в Украине начинал бизнесом заниматься. ВИОНГ. Это его были макароны быстрого приготовления. Продал он эту компанию Nestle, с деньгами вернулся во Вьетнам, дал скачок на уровне Илона Маска экономики целой страны. Теперь у Винфаста, у него котировки на гонконгской бирже, у него заводы по всему миру. Он скупил все, что было у GM, начиная от австралийского Холдена. И у него штаб-квартира в Америке. И он за процветание Вьетнама. И в Вьетнаме это не единичный пример. Во Вьетнаме, как бы он ни казался со стороны туриста, страной, где все почему-то в шлепанцах не потому, что нет денег на кроссовки. Климат. Но в остальном это не советская территория. Она Камрань возвращать не собирается. Она не нуждается вообще в похлопывании по плечу ни какого товарища Брежнева, товарища Путина. У нее свой маршрут, и вклиниться туда не получится. Поэтому если в Северную Корею приедет практически к себе на дачу Путин, то во Вьетнам он приедет в настоящую заграницу. Еще хорошо, если его Гаагскому трибуналу не выдадут, потому что с вьетнамцев станется. Издание «Тайм» пишет о том, что Путин считает, что ядерное оружие может принести холодный мир. Достаточно интересный материал. Вот хотелось бы услышать ваши аналитики касательно этого материала. Зачем Путин об этом говорит? И действительно ли ядерное оружие может привести к миру хоть какому-то? Вот по поводу того, что Путин нажмет красную кнопку, абсолютно никаких иллюзий, конечно, нажмет. Он проигрывает эту войну, у него абсолютно нет никаких сил, у него нет аргументов для того, чтобы преломить ход войны, и эта война все-таки так или иначе любимое развлечение. Путин не нажал по сию пору красную кнопку, потому что у него никакой красной кнопки нет. Есть блеф, есть страх, и есть всемирная неразборчивость трусов, которые на всякий случай предпочитают палку в нору с медведем, в берлогу с медведем не совать. И вот каждый раз, когда мы на протяжении практически последних 2 лет обсуждаем, есть ядерная кнопка, есть ядерный потенциал, есть ракеты, или всего этого нет, мы каждый раз в кругу тех, кто служил в Красной Армии, вспоминаем и друг у друга, в том числе в прямом эфире это выясняем, спрашиваем: ты служил в армии? Служил. Ты помнишь, что там было? Там хоть что-нибудь работало? Там хоть один танк по тревоге заводился? Там хоть одна машина могла в случае аврала выехать из гаража и поехать на задачу? Там, в принципе, что было нормально? Там заборы стояли, там крыши не текли, там канализация была не засоренная.
Там пушки стреляли, кашу варили. Армия была отнюдь не оазисом четкого исполнения. Это не ФСО, охраняющее Путина. Это плоть от плоти русского народа. Я помню, как я служил в армии. Я помню, что у меня работало, что у меня не работало. Если, не дай бог, случилась бы война, мы бы ее проиграли, во-первых, не узнав о том, что она началась. А во-вторых, при попытке осмысленных действий мы бы точно бы не получили ожидаемого результата. Ну, потому что это была Красная Армия. Для отчета годится, но трогать пальцем нельзя. Предположить, что ядерная кнопка, ядерное оружие, ядерный щит Родины, он находится в другом состоянии, в идеальном. Там другие офицеры, там другие солдаты, там другие материалы, там другие технологии, там другие регламентные работы. Нет никаких оснований. Поэтому у Путина, у него, в принципе, безапелляционной смелости, безрассудной, давно хватило бы на применение ядерного оружия. Не применил, потому что нет. Именно поэтому там Дмитрий Медведев постоянно какие-то красные линии стирает с утра до ночи ластиком. Именно поэтому Путин что-то такое рассказывает о том, что думаешь, мы сейчас как отомстим, ох, как мы отомстим. Сейчас мы как с горшка поднимемся, сейчас мы как туалетную бумагу найдем, мы после этого так отомстим, что прям вот совсем будет всем очень даже тревожно. Нет у него ничего. А блефовать он будет в силу слабости своих оппонентов, которым всегда страшно, потому что, ой, ну это же русские, вы знаете, они вот такие. Да, действительно, русских туристов огнем и мечом Орды, прошедшим по туристическим оазисам всего мира, хватило для того, чтобы не ждать Красную Армию. Челябинские рабочие и челябинские домохозяйки, отдыхающие в Турции, оставили неизгладимый след не только в истории Турции. Их еще хватило на Грецию, их еще хватило даже немножечко на Францию. Болгарию так просто десантом таким вытоптали, что, не дай бог, туда еще кто-то придет в кирзовых сапогах. То есть простой русский человек в состоянии отдыха все включено. Он уже страшен, как Красная Армия. И поэтому, если еще дать ему, кроме все включено, ядерную дубину, то мир точно проиграет. Поэтому русских все боятся и поддерживают этот стереотип испуга очень старательно, глубокомысленно анализируя. Вы знаете, за этим же точно есть. Вот мы знаем, конечно, вот сейчас как выкатится из-под кровати ядерная боеголовка, как он возьмет клюшку для гольфа, да как запустит в нас, и вот что мы здесь будем делать? Ничего. Даже если долетит, то не взорвется. Брякнется и будет дольше пугать всех остальных своей иллюзорной радиацией, потому что нету в России четко работающих, прекрасно исполняющих свой функционал никаких структур. И ядерное оружие в этом отношении, как бы над ним не тряслись, не оберегали и не пытались создать некую фейковую иллюзию благополучия, не преуспели. Не такая она. Сергей, спасибо вам за этот разговор. Я нашим зрителям напомню, общались с Сергеем Асланяном, это ведущий Ходорковский лайв. Если вам это видео понравилось, поставьте прямо сейчас ему лайк, напишите комментарий, откуда вы нас смотрите, ваш город. Нам интересно, откуда нас смотрят, географию нашей с вами аудитории. Напишите также комментарий, согласны ли вы с мнением с Сергеем Асланяном. Подпишитесь на наш YouTube-канал и увидимся скоро в эфире на 24-м. Всего хорошего.